Здравствуйте все! Вы на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Сегодня в нашем меню пицца. И я еще не решила, будет это пасхальная салфетка на стол или детская картинка. Для работы нам понадобится вот такая плотная ткань. Это хлопок, называется она диагональ. Сверху я ее накрою светлой тканью, потому что в основном я буду работать органзой. Ну да, я подложила еще картон. Это для того, чтобы мне было потом удобно перенести к машинке работу. И начинаем выкладывать основу. У нас тема весна, у нас тема Пасха, а значит, это солнце, это зелень, это травка, это цветы. И основу я начинаю выкладывать с верхней части. Как известно, здесь у нас небо. Сначала я выкладываю вот такие темные лоскутики. И сверху буду накрывать светлыми, чтобы, ну, во-первых, светлые завуалирует вот эти резкие переходы между отрезками. И вот так различных оттенков. Это вот какая-то сиреневатая, бледно-сиреневая. А в нижней части композиции я начну выкладывать вот такую неширокую полоску бежевого цвета. То ли это будет тропинка, то ли песочек. Это кому как фантазия подскажет. И вот теперь можно приступать к зелени. Есть у меня такие различные кусочки зеленого. Здесь не обязательно выкладывать, если я сказала, что не только органза, здесь вот и хлопок обрезки. Ну и дальше я вот так вот набрасываю хаотично обрезки. Мелких обрезков у меня всегда много. Создавая различные оттенки зеленого, мы получим зеленый лук. Ну вот, цветовой фон у нас готов. Хотя в процессе у нас все равно что-то будет подправляться. И сейчас наступает самый интересный момент нашей работы. И я сейчас с вами делюсь первой идеей. Не у каждого в доме найдется ткань с красивым рисунком. Вот эти цветочки, вот эти фрагменты у меня вырезаны из вафельного полотенца. Полотенчики эти дешевые. Вот, если метр ткани у нас ради одного цветочка, вы не станете покупать ткань. Это дорого, это накладно. Ну а полотенчик любой может купить за 30 рублей, 35, сколько он там стоит. Вот так. Я вырезала вот такие листочки. Здесь у нас еще и бабочка. И сейчас начну собирать цветочную композицию. Ну, например, вот так.
Но и вовсе не обязательно вырезать целые композиции. Можно частично вот такие вот фрагментики использовать. Так, бабочек мы еще добавим. И вот, девочки, я добавила сюда солнышко, посадила миленькие цветочки. И сейчас я делюсь своей второй идеей. Правда, я это уже показывала в своих прежних видео, и кое-кто уже использовал это в своих работах. Это я беру вот такой тюль и вырезаю вот эти маленькие шишечки. Шишечки, вот эти трилистники. Я и те использую. Мне очень нравятся эти миленькие брызги на зелени. Они ее очень оживляют. Посмотрите. Ведь правда красиво. Я их уже неоднократно использовала, так что, девочки, берите на вооружение. И вот теперь мы вплотную подошли к теме Пасхи. Я вырезала вот такие из лоскутиков яйца цветные. И сейчас я их здесь вот разложу таким образом. И, скорее всего, я сюда посажу цыпленочка. И теперь все это художество я накрываю сеточкой. Припариваю утюжком. Так, девочки, это я вот демонстрирую к тому, что будут вопросы. Боится ли органза горячего? Не боится. Но, тем не менее, могут быть какие-то волокна, которые не будут этого терпеть. Просто надо пробовать. Во всяком случае, мы видим все. И вот после того, как я все это припарю, да, вы, наверное, заметили, что я добавила сюда цыпленка. И после припаривания у нас здесь все улеглось. Я сейчас все это скалю булавочками и буду стегать, как всегда, прямострочкой. То есть я на обычной машинке ни лапку, ни иглы, ничего не меняю, как при обычном шитье. Ну вот, я выполнила стежку, и теперь мне осталось обрезать края и обработать по контуру бейкой. Бейку я выкроила по прямой, шириной она 3,5 сантиметра. Сначала хотела зеленый цвет, потом все-таки остановилась на голубом. Он светлый и, ну, более такой весенний, так скажем. И вот готово наше изделие. Пасхальная картинка окантована. И напишите, пожалуйста, в каком качестве можно использовать это изделие. Если вам видео понравилось, не забудьте нажать на колокольчик. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи.